Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Недавно на моем канале появилось видео, как я создавал вот этот гриндер. Но видео получилось простое, без описания и без размеров. Из комментариев я понял, что кто-то хотел бы и себе изготовить такой станок и просил указать размеры. Поэтому я решил сделать еще небольшое видео, где покажу и расскажу, из чего был сделан данный станок, какие применялись детали и их размеры. Кстати, ссылочку на видео создания данного станка я оставлю в описании. Также оставлю подсказку в верхнем правом углу и ссылочку в конце видео. Приступим к разборке станка. Сразу лента используется стандартная, продается она во многих строительных магазинах. Размеры ее 100 на 610 миллиметров. Сама станина станка сделана из профильной трубы 40 на 40. Два отрезка длиной 270 мм и два отрезка длиной 120 мм. Сварены они вместе в виде прямоугольника. Посередине приварен уголок. Размер уголка 25 на 25. Длина 120 мм. Место приваривания уголка определяется по месту, так чтобы отверстия крепления электродвигателя совпадали с одной стороны на профильную трубу, а с передней части на данный уголок. Двигатель я взял от небольшой водяной помпы. Мощность двигателя 370 Вт, 2860 оборотов в минуту. Ну а дальше написаны характеристики самой водяной помпы, которая у меня благополучно сломалась. Я ее отпилил и выбросил. Вот здесь видны места отпила. В этом месте находилась водяная помпа. После того, как я сварил основание и приварил уголок, я отметил места сверления отверстий под крепежные болты, просверлил и нарезал в них резьбу с помощью метчиков. Вал у данного двигателя имеет размер 12 мм, поэтому на него идеально налезла удлиненная гайка на 12, а на удлиненную гайку удачно села труба внутренним диаметром 27 мм. Внешний диаметр у нее 33-34 мм. Вместе соединения они были приварены. В гайке было просверлено отверстие и нарезана резьба под болт М10, но он успешно не хотел держаться на валу двигателя и все время проскальзывал. После нескольких попыток как-то его закрепить, я выбросил его нафиг и приварил гайку к валу двигателя. Теперь он точно никуда не денется. Но вам я не советую так делать. Это все равно, что приварить подшипник. Мне просто нужно было на валу немножко сточить один край или сделать в нем углубление, чтобы болту было за что зацепиться. Но, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Смотрим дальше. После того, как было изготовлено основание и к нему был прикручен двигатель, я как можно компактно сделал стойку. Стойка также изготовлена из профильной трубы 40 на 40 из трех отрезков. Отрезки имеют длину 130 мм, 80 мм и третий отрезок 130 мм. У верхнего отрезка снизу сделана заглушка для того, чтобы в этот отрезок трубы можно было скинуть пружину, которая будет толкать верхнюю часть и натягивать ленту. Пружина, которую я использовал, является пружиной клапана ВАЗ-2101, но я могу ошибаться. То, что пружина вазовская, это 100%, а от какой модели точно не скажу. Могу сказать размеры. Длина 44 мм, ширина 33 мм. Она отлично помещается в профильную трубу 40 на 40, толщиной стенок 3 мм. Далее к верхней части стойки были приварены две металлические пластины. Одна горизонтальная, вторая вертикальная. Одна является упором для ленты, а вторая столиком, на котором и производятся различные манипуляции с обтачиваемой деталью. Пластины эти приварены под прямым углом 90 градусов относительно друг друга. Вертикальная пластина имеет размеры примерно 140 на 100 мм, приварена горизонтально по всей длине верхней части стойки. Вторая пластина имеет размеры 160 на 100 мм. Она приварена вертикально под углом 90 градусов к верхней части стойки с небольшим зазором в 3 мм под ленту, так чтобы лента свободно ходила между двумя этими пластинами. Далее переходим к верхней части станка. Она изготовлена из профильной трубы 30 на 30 для того, чтобы эта труба плотно сидела в профильной трубе, внутренний размер которой 34 мм. Я наварил на нее уголок из этой же профильной трубы толщиной 3 мм. Обварил ее по краю, и у меня получилась профильная труба размером 33 на 33 мм. Теперь этот отрезок хорошо входит в стойку, имея минимальную болтанку.
Длина этого отрезка составляет 180 мм. В нижней части наварена заглушка под упор пружины. В верхней части изготовлен поворотный механизм из 30 полосы длиной 60 мм. Петля изготовлена из одного болта М8 и 3 гаек. Гайки накручиваются на болт с небольшим зазором. Шляпка болта и одна гайка привариваются в профильной трубе с двух сторон, а две оставшихся гайки привариваются к пластине с этой и с этой стороны. При этом получается вот такой механический узел. К пластине приваривается болт М16 длиной 120 мм. На этот болт одеваются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 202 подшипников. Это вазовские подшипники. Их маркировка S180-202 AS-17. Диаметр внутреннего отверстия у этих подшипников примерно 15 мм. Поэтому, если у болта на 16 немножко подточить резьбу, они свободно на него налезут. Одеваем 8 подшипников и зажимаем их гайкой. Для регулировки положения ленты я использовал вот такой барашек с резьбой. Просверлил в трубе сквозное отверстие, здесь большего диаметра, а здесь диаметром подходящим под размер резьбы барашка, и нарезал резьбу так, чтобы барашек мог спокойно вкручиваться в это отверстие. Упираясь в этой части в пластину, он перемещает ее влево и вправо, меняя угол наклона подшипников. Это нужно для регулировки положения ленты. Скидываем в трубу пружину, а сверху устанавливаем натяжитель ленты. При нажатии на натяжитель он вдавливается внутрь, но пружина своим усилием выталкивает его обратно. Хочу дать совет: болт нужно приваривать в последний момент. Я это делал так: сначала я одевал ленту на ведущий ролик, сверху подставлял болт с уже одетыми подшипниками, натягивал рукой, насколько это было возможным, и ставил маркером отметочку. После этого снимал ленту, подставлял болт, приподнимал его на несколько миллиметров вверх и прихватывал электросваркой. После этого снова одевал ленту. Посмотрите, вот в этом месте ролик стал выше на несколько миллиметров относительно натянутой ленты. Теперь для того, чтобы одеть ленту, нужно надавить на натяжитель. Вот таким образом. Давим на натяжитель, одеваем ленту и отпускаем. Натяжитель натягивает ленту, и усилия пружины хватает крепко зафиксировать ее на своем месте. После этого включаем двигатель и при помощи барашка настраиваем положение ленты. Кто-то выключил свет. Также были приобретены пластиковые заглушки для профильных труб. У нас они стоят не больше 2 рублей. Все зависит от размера. 30 на 30, 40 на 40. Они придают станку заводской вид. Также была приобретена кнопка красного цвета с подсветкой. И из остатков пластиковых труб изготовлена подсветка, как дополнение к этому станку. Пластиковые трубы 20 диаметра, 2 отвода на 90 градусов, переходник, пластик на металлическую резьбу, просверленное отверстие нужного диаметра и прикручено к основанию с внутренней стороны. С этой стороны выведен цоколь под вот такую светодиодную лампу. Он там никак не закреплен. Лампа вставляется в цоколь, и размера вот этой части, как вы видите, она немножко конусной формы, хватает, чтобы она плотно села во внутренний диаметр пластикового отвода. Соответственно, внутри трубы проходит провод, который выходит в нижней части и подключается к кнопке. Подключить кнопку в разрыв провода питания, я думаю, ни у кого не составит большого труда. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующих видео. Всем пока!